тут. И, кажется, это первое неожиданное включение. Да, я вновь пропустил поездку из Москвы в Сочи. И да, я уже в Сочи, это уже 3-й день. И сегодня начинается тот самый фестиваль, о котором расскажет мой соведущий буквально на этот футаж. В этом переходе. Доброе утро! На связи город Сочи. Мы находимся на Всемирном фестивале молодежи. На улице плюс 10 градусов. Время 15:20. И мы только начинаем. Спасибо, Миша, за потрясающее видение. И, наверное, я вас тоже не буду торопить, потому что мне уже нужно бежать. Время без 10:10. А я должен быть уже на точке. Точнее, на автобусе. Точнее, на шаттле, который доставит меня на фестиваль. И реально, надо бежать. И в этом переходе для вас это естественно. Это пару секунд, или пару минут, или пару десятков лет. Бывает. Но для меня это... Я не знаю. В общем, в этом переходе. В общем, находимся в стадионе, в котором будет открытие Всемирного фестиваля молодежи 2024 года. Вау! Вау! Мир очень разный, да. Счастье в этом мире иметь место, где тебе хорошо, где ты можешь быть собой. Место, где учишься и растешь. Место, из которого смотришь в будущее и пробуешь что-то менять. Место, где чувствуешь себя в безопасности. Место, которое называется домом. Где это место? Здесь и сейчас. Как это проснуться дома? О чем первые мысли? Проснулась ли мама? Что сегодня на завтрак? Чем пахнет в родном доме? Сырниками, заботой, любовью. Кто эти люди друг другу? Семья. Что такое семья? Может, я бы понял это лучше, если бы стал человеком. Семья — это больше хомяк. А сколько? 2, 10. А хомяк — часть семьи. Наверное, не важно. Важно, что семья может быть опорой и силой. В семье всегда есть место добру и честности. Знают, что всегда могут вернуться. Они хотят научиться стоять на ногах, а потом стоять на своем. Они хотят много знать. Опыт старших — сокровища, которые дети кладут в свой рюкзак и идут в путь с благодарностью. Интересно, а где на моем пути к мечте стать человеком я испытаю благодарность?
свет и где царит любовь. Дом – это сила и счастье. Вся семья, когда вместе, да, наверное, это самое лучшее. Дом – это крики детей вечером, как они провели день. Дом – это собраться с добрыми друзьями. Российская киноиндустрия первая в мире, которая отправила режиссера и актрису в космос, и, соответственно, мы там сняли фильм. «12 дней на орбите» провели режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, чтобы снять художественный фильм «Вызов». Уникальный эксперимент открыл новые возможности для мирового кинематографа, космонавтики и медицины. Я тебя
Только как будто бы стоило подключить микрофоны, потому что сейчас вообще ничего не будет слышно. Что естественно, это не безобразно. Мужика бабушка связала. Итак, добро пожаловать во второй день фестиваля. И резюмируя вчерашнее открытие, могу сказать, что оно было супер потрясающе. Но опять же, футажи вы видели, это было супер круто. А сейчас мы идем на следующую точку, которая называется как? Аэропорт! Если кто-то из вас знает правильный ответ, нужно максимально высоко поднять руку и Вот вы такое будете гастрономическое первым. шоу. А сейчас идем на ледовое шоу. Слишком много слов шоу, но мало слов переход.
Бау! Добро пожаловать в третий день Всемирного фестиваля молодежи, и мы уже находимся на площадке с этими потрясающими ребятами. И сейчас узнаем, куда будем идти. И в этом переходе. Мы тут показывали «Лед 3», «Повелитель ветра», эти фильмы уже вышли, я уже знаю реакцию на эти фильмы, и, ну, как бы, я не очень боюсь, я знаю, что кино удалось. По поводу фильма «100 лет тому вперед», вы сегодня будете первым зрителем, я даже не знаю, как вы будете на него реагировать. Я очень надеюсь, что будете реагировать хорошо. Скажите, а вот вы когда рассказывали про премьерный первый показ для Федора Конюхова «Повелителя ветра», вы говорили, я ходил где-то неподалеку, я даже туда не заходил, я смотрел со стороны. Сегодня нас ждет нечто подобное? Вы будете наблюдать за нами? Нет, я, скорее всего, уйду, потому что мне страшно. Так делают часто режиссеры, во время премьеры, они просто убегают, потому что это стресс, который, я еще без шуток говорю, который невозможно выдержать. Ну, ты настолько каждую секунду находишься в состоянии, ну, я не знаю, шутка, и никто не засмеялся. Все, это катастрофа, это депрессия на несколько недель, поэтому обычно режиссеры, я не знаю, есть, наверное, смельчаки, но я, скорее всего, буду где-то там. Вот, но мне передадут, хлопали вы или нет. Вот, поэтому я еще технически предупрежу, да, что это, во-первых, не самый готовый, ну, он еще не до конца готов, этот кусок, тем не менее, я думаю, впечатление у вас это не испортит. Это кусок из середины фильма, поэтому не пугайтесь, если что-то будет неясно, мне кажется, это довольно веселая часть, но ей предшествует существенная часть истории, Коля Герасимов, если вы читали книги, знакомы с произведением, общая канва та же самая, Коля Герасимов попадает в будущее, знакомится в будущем через 100 лет с Алисой Селезневой, со своей ровесницей, и вместе они спасаются от космических пиратов, и вы уже увидите ту часть, когда Коля с Алисой уже оказывается во времени Коли, в нашем настоящем, она из будущего, и пираты преследуют их, и конкретно вы увидите кусок с Весельчаком У, который преследует их, а они от него убегают. И в нашем произведении есть новая совершенно линия, которой не было ни у Киры Булычева, ни в «Гости из будущего». Это линия матери Алисы, Киры Селезневой. Это совершенно оригинальная вещь, но вы тоже увидите, она работает учительницей Коли в школе. В общем, это гостья из будущего. Офигеть!
Ничего себе. Это что? Это что? Это солнце? Первое солнце за сегодняшний день? Фантастика. Всемирного фестиваля молодежи. Для каждого из нас фестиваль прошел по-своему. Сегодня мы собрались во Дворце спорта Большой, чтобы вместе провести время, зарядиться энергией друг друга и поделиться историей. Мы начинаем. Добрый вечер, дорогие люди. Уверен, у вас сегодня хорошее настроение.
ставь лайк за еще одно неожиданное включение из раздела «Чё здесь вообще происходит?». И ладно, будем честными и откровенными, само собой. Это включение, этот дубль записан далеко не с первого раза, и даже не с 5-го, и не с 10-го. Я на самом деле не считал с какого. Но суть в том, что это очень давно снимаю, и у меня особо ничего не получается, и вылетаю из темы. И по идее, казалось бы, так должно быть во влоге, но у меня же влоги немного другие. Я надеюсь, что меня неплохо слышно, потому что я не подключал микрофоны. И опять же, не обращаем внимания вообще на дождь, не обращаем внимания на мою прическу, не обращаем внимания на то, что здесь вообще плохой свет. Это не важно. Важно лишь то, что именно сегодня было торжественное закрытие Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. И, как вы могли заметить, я уже не в аэропорту ВФМ, то есть не в Сириусе, не в университете. И я даже не в Олимпийском парке. Я нахожусь у себя сейчас в отеле. Вот, скорее всего, сейчас пойду в номер, не скорее всего, абсолютно точно, как запишу вот этот дубль. И, опережая немного монтаж, да, я это, само собой, не монтировал еще. Возможно, это видео будет либо раньше футажей про закрытие, либо позже, я точно вам не скажу. Но, скорее всего, абсолютно точно этот дубль будет, этот футаж будет. И, в общем, такие вот дела. Насчет закрытия. Закрытие было супер крутое. Там был Сергей Лазарев. Чё? Реально? Я же такой фанат Сергея Лазарева. Это просто пипец. Кроме шуток, реально все было круто. Немного не так, как было на открытии. Но, типа, на открытии был мюзикл. Целый мюзикл. А тут, ну, просто как бы закрытие обычное, как и всегда бывает. Вот. Но, опять же, вы все видели либо до, либо после. Я не знаю, где это в монтаже будет. И все, в принципе, все, что я хотел сказать. Но на самом-то деле, почему я решил записать это включение? И почему здесь так много слов? Что здесь вообще, Кир, происходит? Почему? Просто я подумал, что мы давно с вами не общались. И как бы просто не разговаривали. Все переходы до перехода, какие-то склейки бесконечные. И, казалось бы, это влог, а не клип. Во влоге обычно люди разговаривают, как мне кажется. И поэтому вот. Сейчас я, наверное, пойду в отель, потому что я просто весь мокрый. Просто ужас. Я надеюсь, я не буду, опять же, нарезать вот этот дубль на несколько много других, на несколько много... Что? В общем, спасибо тебе, вам, всем, кто посмотрел этот влог, за просмотр. Я серьезно это очень ценю. И как это обычно все делают. Подписывайся на канал, подписывайтесь на канал. Либо же добавляйтесь, либо добавляйся в друзья. В зависимости, где это будет опубликовано. И как обычно, вы потрясающие. И мы еще увидимся во влоге, в выпуске. Решай сам. И вновь спасибо за просмотр. Переход. Блин, надо уже ехать, на самом деле, пипец. Время 15:23, я надеюсь, я успею. Человек опаздывает на свой самолет лично. Сори. Сейчас застрянем. Финал получается. Так, я бегу до ресепшена. Ну как бегу? Я иду пешком на самом деле. Хотя стоило бы бежать. У меня самолет в 17:15, время на часах 3 с чем-то. Фух. Как будто я снова шансы снимаю. Переход, я не знаю, как сделать, но он типа здесь.
первое неожиданное включение. В общем, расскажу, куда я вновь приехал и зачем я не выучил текст. Да, на улице реально прохладно. Мягко говоря. Как вам погода? Отлично, я замерз. Отлично. Эти ребята тоже замерзли, превратились в сосульками, поэтому мы сейчас идем в Ледовый дворец. Это не Ледовый дворец. Важно. Смотрите вот на этого молодого человека. Что с меня взять? Ты вообще в камеру не входишь, ты слишком огромный. Посмотрите вот на этого миниатюрного человечка. Вот она в камеру входит, делаем выводы. Надо меньше жрать. Ой, так тут ходила, мне стало уже больно ногам. Да, как? Ну, вы пришли сразу, ноги прошли. Идем, куда идем, так непонятно. Здесь такая, знаешь, Никита. Ладно, Никиту потом найдем. Это лирическое вступление. Где выход? Вот это важно. На футаже мы супер, очень энергично все рассказываем. Ну, как и у всех блогеров в целом. А по итогу мы идем пешком. Здорово, всем привет, ребят, как у вас дела? У меня все отлично, я прохожу, ставлю печати, получаю штампики. В итоге у меня совсем очень мало, 5 часов вечера, здесь народу капец, сколько много, надо приходить с утра, где-то часов 10-11, иначе будут стоять километровые миллионные очереди. А у меня еще взяли интервью, я еще получил вот такую прикольную штучку. Вот, короче, я счастлив, рад и вообще в 32 зуба улыбаюсь.